Сегодня у нас на повестке дня черно-клеверский видос. А именно, мы будем разбирать ваншот мангу под названием Гаранс. Это первая дебютная работа автора манги Черный Клевер Юки Табаты в качестве мангаки. Много чего из этого тайтла перешло в Клевер, однако сама вселенная и противники по своей задумке совершенно отличаются от того, что мы видели в нынешней манге Черный Клевер, из-за чего работа над сим произведением была хоть и долгой, поскольку пришлось переводить от силы не 15 страниц, а 43 плюс 1 страница обложки, но работа была действительно увлекательна. Если тебе захотелось самому прочитать сей тайтл, тогда прошу присоединиться к сбору для того, чтобы я оформил Гаранс в формате моих обычных переводов глав. Ну конечно, ты можешь и сам найти сканы этого ваншота 2005 года, вот только качество изображений сравним с обычными утечками, которые происходили с Клевера, да и переводить столько не каждый захочет. Объявление об итоге сбора я провел в четверг 7.09.23 года, но сумма так и не была собрана. Это 30 баксов или вот эквиваленты в другой валюте. Многие просто не знакомы с данным тайтлом и поэтому не сильно вниклись в посты об оформлении ваншот манги Гаранс, по сути эксклюзивного материала, но над которым придется долго посидеть, чтобы привести его до более-менее божеского вида. Вас много, так что даже по небольшому донату хватит для того, чтобы закрыть этот сбор, но очень важно, чтобы участвовать в сборе, в комментарии к пожертвованию нужно написать слово Гаранс для того, чтобы все видели, благодаря кому был переведен и оформлен этот тайтл. Ссылки на сбор вы сможете найти в описании под роликом. Что же, надеюсь, этот обзор вас заинтересует. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Повествование Гаранса начинается с небольшого погружения в прошлого главного героя, которое оказалось совсем не радужным, как этого хотелось бы. Ведь дорогому ему человеку было нанесено смертельное ранение одним из монстров этого мира. И хоть этот человек был сшивателем, работа которого заключалась в том, чтобы спасать жизни людей путем сшивания ран, но вот себе старик был уже не в состоянии помочь, ибо повреждения были нанесены на спине, да и к тому же время было потрачено для того, чтобы спасти жизнь ГГ, так что вариантов на то, чтобы выжить у старика практически не было. Все, что он передал парнишке, так это волю к жизни, сказав «живи, Либия». И отныне его задачей было помогать людям и лицезреть их улыбки. Кстати, как вы поняли, главного героя здесь зовут Либия, получив то же имя и оказавшись в той же ситуации, как и товарищ Асты, дьявол Либия из Черного Клевера. А по сути и лекарь-сшиватель без критических изменений внешности перекочевал в Клевер под именем Орджи в качестве священника церковного приюта деревни Хадж. И это, я вам скажу, очень приятно встречать персонажей или их черты, которые мы привыкли видеть в Черном Клевере. Спустя несколько лет после утраты единственного дорогого человека, главный герой отправился в один из населенных пунктов, окруженных морем, следуя своей поставленной цели. Океанам этой планеты отведено отдельное значение в сюжете, но о них мы поговорим чуточку позже в этом ролике. Персонаж Либия, на удивление, оказался очень интересным главным героем, будучи нечто средним между Астой, дьяволом Либия и Бакуга из Геройской Академии. Ведь ГГ хоть и не против помочь окружающим, но к добряку Астериксу ему еще далеко, однако ему и не сложно в карман и за словом полезть, прямо линейно говоря все, что раздражает его в окружающих, но и необоснованной агрессии он не проявляет. В общем, персонаж действительно интересен. Город же, куда направляется Либия, не стал задерживать наше внимание на свои красоты и сразу же знакомит нас со врагами этого мира, существами из разновидности метелианов, что-то типа пришельцев, но которые зародились на этой земле после одной катастрофы. А случилось это несколько десятилетий назад, когда на эту планету упал метеорит. И упал он не абы куда, а в огромный океан, который из-за падения этой глыбы стал еще больше и опаснее, поскольку после этой катастрофы в воде зародилась новая жизнь, существо
существа метилианы, обладающие намного превосходящей физической силой, нежели человек. Однако кое-чего у них все же не было. Это сердце. Но вот изредка некоторые особи все же выбирались на сушу, поскольку их влекло к человеку, ибо у него было то, чего у метилианов никогда не было – сердце. И как только они достигали своей цели, прикоснувшись к человеку, у них формировалось собственное сердце. А сами эти существа эволюционировали и принимали совершенно иной облик, как мы видим на примере этого врага. Вот только получив желаемое, метилианы становились чрезвычайно кровожадными, поскольку злая часть человеческого сердца оказывала на них очень большое влияние, из-за чего они стали страшнейшим ужасом человечества, ибо эти монстры начали уничтожать всех и вся лишь ради собственного удовольствия, которое метилианы смогли ощутить только заполучив людское сердце. Проще говоря, самые темные и потаенные грехи человечества стали их же воплощением смерти. И этот монстр в городе прибыл сюда как раз для того, чтобы устроить здесь полнейшую мясорубку для получения собственного удовольствия. Одного пацана метилиан уже успел ранить прямо на глазах у матери, наслаждаясь криком убегающих людей. Но этот тип не любил оставлять дело незаконченным и поэтому вернулся к своей жертве для того, чтобы завершить начатое, которого в это время напрасно пыталась спасти одна девчонка. Вот только к их счастью к этому моменту прибывает ГГ и как будто насмехаясь врезает противнику с ноги в его черепушку, не упуская при этом момент, чтобы упомянуть этому типу о том, какой же он был стрёмный на вид. Самого же врага это ничуть не задело, поскольку он только рад был тому, что здесь оказался кто-то более оживленный, нежели все эти задохлики, ринувшись к пацану для того, чтобы прикончить его первым. Однако Либия, просто разрываясь от смеха, буквально за секунду, используя особенную нить, сковывает противника, сдавливая его тушку настолько сильно, что у того просто тухнет сознание. После чего главный герой с непринужденным видом затаскивает его в переулок, делая с ним всякие непотребства. Не, ну вы посмотрите на это выражение лица и сами подумайте, кто тут еще безбашенный маньяк. Девочка с повязкой была просто поражена происходящему, ибо это впервые на ее памяти, когда кто-то так легко смог расправиться с метилианом. Но хоть и монстр был устранен, проблема все еще не была решена полностью, ибо раненый мальчик все еще истекал кровью. И поэтому девка в панике побежала за помощью. Однако, приказав ей заткнуться, создав из собственной крови особую нить, Либия в считанные секунды залатывает рану парнишки. И из этой ситуации выяснилось, что ГГ перенял профессию своего старика и стал сшивальщиком, но это не его истинное призвание, как могло показаться некоторым, ибо хоть сшивальщики порой были куда лучше врачей, так как могли мгновенно зашивать даже серьезную рану, при этом еще и ускоряя естественные процессы регенерации. Вот только, как я уже и говорил, это не его истинное призвание, он не собирался помогать каждому встречному, лишь иногда делая некоторые исключения, как сегодня. Девчонка вообще впервые встретила такого потрясающего человека и поэтому никак не могла перестать выражать криками свое восхищение. Но Либия, мигом ее утихомирив, а далее еще и приструнив, сказав, что если она не прекратит шуметь, то он пришьет повязку на ней к ее башке. Спустя некоторое время к месту событий прибывает один богатый тип, который попытался уговорить главного героя стать его телохранителем, так как он был способен и вылечить человека, так и еще ему хватает силенок справиться с метилианами. И в этой ситуации мы в который раз смогли лицезреть характер данного персонажа, поскольку он вовсе не против того, чтобы поглумиться над толстяком, но узнав, что он был самым богатым в этом городе, его ход мыслей сразу же поменялся. И дело было не в щедрой оплате за работу телохранителя, а в том, что Либия мог неплохо так заработать бачей со всех драгоценностей, что были в особняке, что в принципе он и сделал, показывая, насколько же этот персонаж непредсказуем. То он спасает людей от монстра и безвозмездно оказывает медицинскую помощь мальчику, то теперь относит типа, на которого он стал работать. Однако прежде чем мы продолжим, небольшая минутка спонсора. Если ты ищешь активное сообщество по Черному Клеверу и в целом по другим тайтлам, тогда залетай на Q-форум, где ты не просто сможешь читать мои переводы глав, но еще сможешь обсудить ее с другими фанатами. Также в сообществе проводятся различные викторины, блиц-опросы, даже поиграть можно в крокодила, мафию, города, ассоциации и даже совместно анимку можно посмотреть. А еще в разделе по Черному Клеверу каждый участник может получить свой именной гримуар, так что не упусти возможность отлично провести свое время, ну а также узнай, как
какой гримуар тебя выберет. Ссылку на Q-форум ты найдешь в описании под роликом. Оказавшись в особняке, Либби, осматривая потенциальную добычу, заметил за пределами здания приличную охрану, задаваясь вопросом, зачем он тут вообще нужен. После чего девчонка с повязкой и ввела нас в курс дела касаемо этих монстров, говоря, что эти создания были настолько сильны, что люди были просто бессильны против них. Даже объединяясь в вооруженные банды, метелианы были способны с легкостью уклоняться от атак огнестрельного оружия, ну и в итоге все стычки с монстрами заканчивались смертью людей. Сама же эта девчонка также была жертвой этих существ, так как именно они убили ее родителей. Но девица не могла их просто так ненавидеть, ведь она боялась, что в конечном итоге ее ненависть будет использована против других людей в случае, если ей настанет конец из-за этих созданий. Однако в ту же очередь девчонка верила, что даже такой человек, как она, могла быть кому-то полезна. Собственно, поэтому повязка и ходила хвостиком за главным героем, поскольку, как выяснилось позже, его истинной целью было путешествие по миру и уничтожение метелианов, чем она и хотела ему помочь. Вот только пока они беседовали, в особняк ворвался еще один монстр по имени Гилка, который пришел по запаху крови их сородичей. Ибо, по его словам, в последнее время кто-то постоянно убивал всех низкоуровневых подчиненных, что было понятно метелиану, как только он учуял запах крови сородичей от Либби, пообещав пацану, что тот еще пожалеет за то, что вообще родился на этот свет. Но главный герой даже и глазом не повел от его угроз, и более того, он даже не сомневался в своей победе, говоря, что будто позволил бы убить себя такому длиннорукому чучелу. Хотя противник был действительно опасен, о чем упоминала девчонка с повязкой, обращая внимание на его красные руки, что является его проявлением силы. Да и мощь и скорость ударов у противника была чудовищна, ведь как только метелианы заполучают злые черты человеческого сердца, особенная энергия, скрытая в их теле, способствует их эволюции, преобразуя облик существа соответственно заполученному злу. Простыми словами, чем злее, отвратительнее и гнилым был человек, тем сильнее ставал метелиан при эволюции. И эта особь была действительно невероятно сильна. Гилка без труда вырвался из кровавых пут главного героя и уже был готов нанести решающий удар. Однако это и нужно было Либби. Пока монстр был отвлечен на его путы, ГГ успел проткнуть нитями тушу противника, а как только Гилка увидел, что проткнувшие его нити были ярко-красными, он тут же осознал, что сражался все это время не с человеком, а с метелианом. Да, ребятки, главный герой у нас не человек, а инопланетная форма жизни, который, так же как и некоторые индивиды, вышел на сушу и который повстречал того самого старика. Но в отличие от других метелиан, он не получил от него негативных черт, приняв именно тот облик, чем сильнее было преисполнено сердце этого лекаря. Более того, старик принял его как собственного ребенка, дав ему имя Либби и показав все прелести жизни. Вот только когда произошел тот несчастный случай и главный герой ощутил всю горечь и боль от утраты дорогого себе человека, Либби понял, что самое главное, чему научил его старик, это чувство любви. Истинная черта, которая позволила Либби стать полноценным человеком, способного к состраданию. И поэтому ему не нужна была злоба, поскольку через нити привязанности он смог пробудить собственную силу. И вот почему он никак не проиграет тому, кто не способен ощутить ни страха, ни печали. После чего, пока противник в открытую бросился к своему оппоненту, используя множество красных нитей, пронизывающих тело врага, Либби парализует его. И затем, создав кровавый меч, он пронзает сердце монстра, одержав безоговорочную победу. Но оказывается, что метелианов невозможно было убить полностью, поскольку они были бессмертны. Но как только их полученное сердце было уничтожено, они возвращали себе изначальную форму, а затем под действием инстинкта возвращались обратно в океан. И так как эти существа все равно продолжат со временем выбираться на сушу и воплощать в себе человеческие сердца, Либби готов был уничтожать их столько, сколько потребуется, пока они не познают истинную теплоту человеческого сердца. Что же, Гарант закончился без твердого конца, при
заремонстрированном после 5 скорее всего, сильнейших метелианов, ощутивших полное уничтожение сущности одного из их собрата среднего уровня силы. Однако это все равно не останавливало их от изначального воплощения плана захвата всей планеты, ибо им хорошо известно, что человек не способен переступить свой собственный предел. Фух, ребятки, Гаранц оказался просто чудесным тайтлом. Здесь было видно, что рисовка Табаты была еще не настолько отточена, как в Черном Клевере, но все же его стиль рисования, как ни странно, присутствовал даже в старых работах. Эх, Гаранц меня так впечатлил, что хотелось бы увидеть продолжение, и ведь у Черного Клевера также было изначально ваншот издания, а уже после это переросло в многосерийную мангу. Так что вдруг после завершения Клевера, ибо арка с Люцием это у нас финальная, вдруг после отпуска автор решит продолжить какой-нибудь из своих ваншотов. Например, это Джек Гаранц, Голодный Джокер или может быть какой-то еще более ранний его проект. Что же, это возможно, но наверняка это случится не так скоро. Пишите свои сходства Гаранца с Черным Клевером, посмотрим, кто наберет больше вариантов. И спасибо за ваш просмотр. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу, манхва вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось. И несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк, подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.